Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире Инфакт. Случилось! Ubisoft показала ответку Ghost of Tsushima. Издательство представило первый трейлер Assassin's Creed Shadows, следующей номерной части серии. Place, как ожидалось, феодальный Жапан в период Сенгоку. Главные герои — Шиноби Наоэ, ученица ассасина из провинции Ига, и самурай Яске, основанный на образе реального темнокожего самурая того периода. Наоэ хитрая и гибкая, использует шум, свет и тени для скрытности, а также владеет кунаи, сюрикенами, дымовыми бомбами, крюкошкой и фирменным скрытым клинком. Яске харизматичный и сильный, приспособленный к открытому бою. У него обширный арсенал — катаны, канаба, луки, нагинаты и не только. У героев разные пути прогресса со своими умениями, характеристиками и экипировкой. Мне кажется, или что-то такое уже было в Syndicate? Еще игра обещает порадовать завораживающими городами-замками, обширными портами, мирными храмами и пасторальными пейзажами. Все это будет окрашиваться разными погодными эффектами, интерактивным окружением и сменой времен года. Но это далеко не все, что известно про игру. Почти сразу после показа трейлера команда IGN пообщалась с Ubisoft и принесла больше деталей. В сюжете игры фигурируют реальные исторические личности. Среди них лидер Ода Нобунага, объединивший Японию, и Фуджибаяши Нагата, ниндзя из клана Ига. Кое-что сказали и про геймплей. Как подсказывает слово Shadows, свет и тьма играют большое значение в геймплее. Можно прятаться во мраке и самому создавать темные участки, ломая фонари и устраняя стражников с факелом. В игру даже добавили индикатор освещенности, а-ля Thief. Появился новый вид NPC — слуги. Они могут быть как мирными, так и враждебными. Слуги не лезут в драку, но поднимут тревогу, если вас обнаружат. А главное, что ассасины научились, внимание, передвигаться ползком. Сколько лет ждали эту инновацию? Еще один элемент ассасиновского некстгена, который мы уже много где видели, это крюк-кошка. Ее Наоэ использует, чтобы цепляться за любые крыши и другие места. Плюс ко всему, игрок волен затаиться под потолком, чтобы пропустить стражника в тесном коридоре. В описании оставил ссылку на наш сайт, чтобы вы могли прочитать длиннющий список разных подробностей об игре. Тут все перечислять не буду. Но вот что вам наверняка стоит знать, так это задачу основной истории. Нужно устранить нескольких противников в произвольном порядке. Это уже можно назвать тропом французской компании или нет еще? В Инфакте вы постоянно слышите о том, как авторы из разных точек света выпускают и развивают свои проекты. Если вы сами хотите стать одним из создателей игровых механик и разобраться в теории геймдизайна, то можете сделать это на бесплатном мини-курсе от Skillbox. По ссылке вас ждет интересный и полезный материал о профессии геймдизайнер. Этот гайд поможет подготовиться к мини-курсу, узнать, чем же конкретно занимается геймдизайнер и какие термины использует в работе. Получить его можно сразу после регистрации на курс. Сам курс будет полезен тем людям, которые любят игры, хотят заниматься творчеством или просто интересуются, как вообще эти Кодзимы создают свои шедевры. В процессе прохождения курса вы познакомитесь с инструментами разработки видеоигр, такими как Unity, Mira, Figma и с другим полезным софтом. Разберетесь, что такое нарративный дизайн, и погрузитесь в настройку баланса вашей игры. В конце курса подведете итоги обучения на онлайн-встрече со спикером. Прохождение курса не будет проходить по какому-то фиксированному расписанию. Вы сможете смотреть видео в любое удобное время. Кроме того, пообщайтесь со спикером на вебинаре и закрепите полученные навыки на практике. В конце пройденного пути вы четко опишите идею своей игры, определите, какие механики в ней являются нарративными, а какие требуют балансировки и дальнейшего тестирования. А главное, узнаете, что нужно сделать, чтобы начать карьеру в игровой индустрии. Чтобы узнать подробности о курсе и воспользоваться скидкой, переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Ubisoft уже давно пытается засовывать свои известные франшизы на мобилки, и в случае The Division компания рассматривала целых два варианта, как это сделать. Первый — The Division Resurgence, второй — The Division Heartland. И один из вариантов отлетел. Условно-бесплатный PvPvE экшен The Division Heartland анонсировали аж 3 года назад. Даже показали кинематографичный трейлер, но он уже и не пригодится. Ubisoft решила отменить именно эту игру. Издательство сообщило об этом в рамках финансового отчета. Известно, что игру отменили в рамках повысившейся избирательности компании в своих инвестициях. Освободившиеся ресурсы перераспределят на более перспективные возможности, такие как X-Defined и Rainbow
Six, так буквально они сказали. Вот с мобильной Resurgence все ок. Она продолжает разрабатываться и должна стартовать в течение 24-го. Как добавляет журналист Том Хендерсон, Heartland довольно сильно изменилась за последние пару лет. Она постоянно проходила сквозь плейтесты, но так и не смогла нащупать формулу, которая зацепила бы игроков. Хендерсон собирается рассказать о неудачах Heartland подробнее, когда поговорит с разработчиками. Microsoft недавно анонсировала, что переносит 4 своих эксклюзива на новые платформы. Но, похоже, ими дело не ограничится. Как говорит один из инсайдеров, у компании есть целая стратегия, направленная на мультиплатформенность. Как пишет автор Windows Central Джесс Кордон, план Xbox по переносу своих игр на другие платформы носит кодовое название Latitude, то есть широта. И эта программа нравится далеко не всем. Внутри Microsoft идут споры о том, насколько это вообще хорошая идея. Джесс рассказал, что некие будущие игры, которые сейчас разрабатывает Microsoft, уже делаются с учетом версии для PlayStation. Он намекнул, что сейчас в списке этих игр довольно очевидные проекты. Их порты игроки, скорее всего, ожидают. Возможно, речь о крупнейших франшизах Xbox, типа Gears of War. Слухи о том, что серия выйдет на PlayStation, уже ходят. По словам инсайдера, Microsoft продвигает мысль о том, что у команд, в принципе, нет красных линий касательно того, какие игры можно портировать на конкурирующие платформы. То есть перенести могут в что угодно. Таким образом, Microsoft хочет повысить доходность подразделений Xbox в краткосрочной перспективе, говорит Кордон. Вообще, разговоры о портах игр майков появляются не на ровном месте. Следующая новость как раз об этом. О продажах Xbox Series. Бокс так плохо покупают, что Microsoft перестала даже делиться тиражом консоли. Но неужели все реально совсем плохо? Видимо, да. По данным Даниэля Ахмада, за минувший квартал отгрузки Xbox Series оказались гораздо меньше, чем у PlayStation 5. Если Sony за первый календарный квартал смогла продать 4,5 миллиона PS5, в то время как общий результат перемахнул уже за 59 миллионов устройств, то Xbox, говорит Ахмад, брали почти в 5 раз менее охотно. Можно грубо предположить, что за 3 первых месяца 24-го компании удалось реализовать меньше миллиона приставок. Но в общем забеге у бокса все не так плохо. Аналитик уточнил, что объем отгрузок за все время существования PS5 и Xbox Series ближе к соотношению 2 к 1. Разрыв между платформами начал заметно увеличиваться лишь за последний год. Это говорит о том, что общий тираж Xbox Series может быть меньше 30 миллионов единиц. Тем временем у Sony покупают даже PS Portal. Аналитик фирмы Circana сказал, что спрос на аксессуар для стриминга значительно превышает предложение уже несколько месяцев. Я вот в Японии, кстати, взял эту штуку по предзаказу, а в свободной продаже после так и не увидел. Устройство, кстати, вполне ничего. После известия о закрытии Tango Gameworks все пошли грустить, а Tango доделывать финальный патч для Hi-Fi Rush, который вот сейчас вышел. В патч входит несколько исправлений. Например, устранены некоторые ошибки в текстах, а цены на напитки в торговых аппаратах Vandalay теперь учитывают конверсию местных валют. Подчеркивается, что это последнее обновление для Hi-Fi Rush. Стоит сказать, что физическое издание Hi-Fi Rush для PS5 и Xbox Series выйдет, как обычно. Его делают при участии издательства Limited Run Games. Подробности о содержимом издания раскроют позже. Самая трогательная часть новости — обращение студии в своем Там студия опубликовала трогательную открытку и обратилась к игрокам фразой «Спасибо за всю вашу поддержку, вы все рок-звезды». И вам спасибо, ребята. Animation Digital Network поделилась артом с главными героями анимационного сериала по вселенной рогалика Dead Cells. Также создатели мультфильма анонсировали выход первого трейлера. Завязка в мультсериале пересекается с игрой. На проклятом острове свирепствуют чума и безумный король, что превращает население в чудовищ. Как и было предсказано в пророчестве, появляется огненно-головый герой. Однако ему местные проблемы до лампочки, он просто хочет покоя. Сериал Dead Cells Immortalis должен увидеть свет в 2024 году. Фанатов ждет 10 эпизодов по 7 минут в каждом. За производством следят разработчики из Motion Twin. Если хочется чего-то более классического про видеоигры, Warner Bros. И New Line Cinema спешат на помощь. Компании определились с датой премьеры сиквела Mortal Kombat. На большие экраны лента отправится 24 октября 2025 года. Постановщиком второго Мортача выступает Саймон МакКойд, который срежиссировал и первый фильм. Сценарий подготовил Джереми Слейтер, приложивший руку к сериалам «Изгоняющий дьявола», «Академия Амбрелла» и «Лунный рыцарь». Съемки сиквела завершились еще в январе 2024. Напомню, что первая часть вышла в 2021 году и заработала почти $84,5 миллиона в мировом прокате. Это при бюджете в $55 миллионов.
А еще напомню, что на stopgame.ru постоянно выходит куча классных материалов. Кирилл Волошин рассказал о новой части «В тылу врага» в текстовом обзоре, а Катерина Краснопольская подготовила обзор раннего доступа Hades 2. Переходите по ссылкам в описании, изучайте контент и хорошего вам четверга. Пока!